Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! Сегодня у нас началась 4-я воронка времени. Соответственно, появились вместе с ней и недельные бафы. Сейчас у нас идет баф на дополнительный урон, получаемый боссами. Он у нас увеличится на 40%. И также баф, который снижает получаемый нами урон от точности. То есть берется персонаж с максимальной точностью, и за каждую единицу точности у нас будет снижение урона на 0,04%, вплоть до 20%. То есть кап это 500 точности. Все, выше смысла делать нету. В данном ролике мы рассмотрим разные варианты команд, как обычно. Посмотрим и на разъедание, и на ледяной взрыв, разберем неустрашимость, ну и, конечно же, ауру. Ну что ж, погнали. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Начну, пожалуй, с неустрашимости тогда сразу и буду показывать свою команду. Особо так-то ничего и не поменялось. Тайминги все те же использую. Также у меня джин стоит. Живут, кстати, до конца. Все, что я изменил, это на маштуре я добавил точности. У меня сейчас ее 326, потому что бывает даже при такой точности не накладывается штраф к атаке. Соответственно, из-за этого может быть фейл в конце. Вот поэтому какая-то рандомность от этого есть. Но, тем не менее, маштур у нас танк, поэтому у нас тут приоритеты чуть другие. И здоровье нужно дать, и защиты, чтобы стоял, ну и точность, соответственно. Поэтому до 500 тут не получится у меня выкрутить, иначе он будет просто падать. Также Таривол у меня. Вот такие таланты. Я сейчас, кстати, таланты менял. И вот именно при таких, как сейчас, именно на всех персонажах, тоже обращайте внимание на таланты. Потому что я их менял, и у меня очень сильно поменялся урон в лучшую сторону. Также Женевьева. Да, я раньше использовал другой талант, потому что по описанию, там как будто бы лучше, да, по описанию. Вот если читаем, типа, критический удар простых атак наносит 25% повышенного урона. Я всегда использовал этот талант. Но, почему-то в итоге вот этот талант, с ним намного урона больше. Поэтому я его всем воткнул неустрашимым. И Тариволу. Также вот этот талант ему взял еще. У меня был верхний взят. Вот тоже дало прирост урона неплохой. Настенка, как обычно, у нас на подсосе. Если ее делать в ДДшников, то выходит по итогу урона меньше. Поэтому такой вот бред собираем. Защита и атак. Все. Шанс крита в процессе боя немножко себя настакает. И, соответственно, ее эксклюзивный талант тоже берем. Все. Получится бафает. Тут тоже перчатка на атаку. Руна на атаку. Все на атаку. И просто в допах берем защиту. Артефакт и вообще снимаем, ставим золотые рога оленя. С ним урона в итоге получается нанести больше. Такой вот бред. Ну и волчара наш. Кстати, по поводу ускорения. Видел у всех разные. У меня почему-то, если я собираю ему... Я вот на Китае видел, там по 110 делают. Если я делаю 110, то у меня почему-то падает урон. Поэтому как-то вот так. Я на 80 остановился. Если у меня есть какие-то руны, даже чуть лучше, я их просто не беру и все. Я бью именно с 80 ускорения. Не знаю, как это вообще зависит, но вот так вот у меня лучше. Также по поводу команды, там, где мы используем вместо маштура Эстайон, и там, где у нас получается Исирельс с первым пробуждением, ну, либо выше. Вот там, в принципе, тоже все без изменений, поэтому можете код взять из прошлых видео. Перейдем, пожалуй, к командам ауры. Скинули мне сегодня вот такой вот кодик и сказали, что команда, кстати, живет до конца. Просто впервые вижу вообще, чтобы с Роуз собирали. Сколько он набил, я таки не понял, но тут, в принципе, уже будет зависеть от вашей экипировки и так далее. Поэтому урон это уже дело конкретно шмота вашего. А по поводу выживаемости, вот типа команда стояла до конца. Давайте рассмотрим тайминги, какие он использовал. Просто первый раз я вижу, что кто-то скинул именно с Роуз. Плюс у нас, получается, связь активируется именно всех героях сияния. Это большой плюс. Если они до конца живут, то мы можем некоторые артефакты активировать, которые доступны только при связи именно 5 персонажей одной стихии.
Вот такие вот у него тайминги. На 11,8 у него Роуз кастует, получается. И сейчас рассмотрим снаряжение. Такая вот у него Роуз, Линкас. Также обращайте внимание на здоровье, у кого максимальное, соответственно, этот персонаж танчит. Скорее всего, это будет Линкас у него. Так, тут у нас вот такая Таресия с вторым пробуждением. Кстати, перчатку вот эту лучше, конечно, не ставить. И, походу, у нее просто другой нету, потому что она, в принципе, и так игнорирует защиту. И плюс у нас еще, да, может быть, у питомцев, там, к примеру, да, на игнор защиты, потом еще что-нибудь. И нет смысла уже в таких вещах. Лучше, допустим, которая от дебафа. Тем более, имея Роуз, к примеру, да, либо Синарел, там тоже дебафчик-то вешают. И, соответственно, та вещь даст, пожалуй, больше профита, нежели вот эта перчатка. Так вот, где-то у нас Анелизис. Идем дальше. Вот про этот артефакт я говорил. Если мы активируем связь 5, то вот этот артефакт по-любому нам одевать. И вот такая вот у нас Дианточка. Так, судя по хп, она явно тут не танчит. Значит, танчит тут у нас Линкас. Да, у него там за 100 хп переваливает. Вот такая вот у нас команда получилась. Следующий вариант команды у нас будет с Оскаром. Почти 7,5 миллиарда урона. Тут, получается, он без пробуды, поэтому с выживаемостью все равно тяжело. И дал он ему шмотки на снижение урона, тоже срабатывает. Не всегда, точнее, именно на отхил. И неуяз. Это дало ему время, чтобы простоять чуть дольше, чем, в принципе, он мог. Вот такая вот Тарейска. Вот про эту перчатку говорил, что ей намного лучше заходит именно она. Линкас, точность ему чисто для того, чтобы под баф воронки. Вот поэтому здесь у него точность. Так-то она ему, понятное дело, не нужна, но именно ради бафа. Чтобы снижение урона именно от воронки работало. Также у Дианта такая вот и Анелизис. Соответственно, тоже шмотка на неуяз. Вот такие тайминги используются. Команда, конечно, не для всех, поэтому сейчас еще раз смотрим. Есть варианты, которые также до конца живут. Так, данная команда у нас наносит почти 3,3 миллиарда. Давайте сразу рассмотрим тайминги его. Такие вот он использует. Линкас у нас танчит, соответственно, в танкосете. Плюс вот эта шмотка, чтобы отхилиться. Тоже, когда нам начнет прилетать, больновато. Вот такая вот Таресия. Кстати, вот эта шмотка и вообще отлично заходит в тот момент, когда она пулеметить начинает. Вообще четенько. Синарел обязательно ускорение, чтобы попадал в цикл. Тут у него 17,7, но достаточно 60. При 60 ускорения у нас получается 18 секунд цикл. Такая вот Дианта, кукольники. Ну и, соответственно, Анелизис. По поводу команд разъедания. Вот, допустим, он бьет 2,3. Он ничего не менял с прошлой воронки, потому что менять особо-то и нечего. Ты тут ничего уже не поменяешь, поэтому кому интересно, можете с прошлого видео тоже взять код. Там ничего, в принципе, нового не будет. Такой вот урон пока что, да, печально. Все печально. И то же самое, в принципе, касается ледяного взрыва. Тоже такая вот команда. Бьет больше, чем рук, конечно, но тоже урон такой себе. Поэтому, как вы уже заметили, в топе находится чисто аура и неустрашимость. Тут уже зависит от вариантов команд. Вот, если нужны другие варианты, можете в прошлых видео посмотреть. Это именно за ледяной взрыв и за разъедание, потому что там ничего вообще ни у кого не менялось. И, в принципе, и не поменяется. Кому что там непонятно, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.